Оцените силу названия, друзья. Если бы не это громкое название, вы, возможно, бы и не зашли на это видео. Это называется кликбейт. Но я вас не обманул. Я действительно покажу вам, как сносят некоторые дома в Ирпене навсегда. Всем привет! Вы в настоящем моменте. Это город Ирпень. 15 декабря 2022 года. Идет снег. Сейчас у нас в Ирпене очень много домов, которые были полуразрушены, их сносят для того, чтобы на их месте построить новые дома. Я сейчас буду проходить мимо такого одного дома и хочу вам показать просто, как это выглядит, как их сносят. Ну и вообще вот эту вот красивую погоду. Кстати, посмотрите на это здание. Это был сгоревший ресторан. Крыши не было, а теперь крышу поставили на место и потихоньку его тоже ремонтируют. Вообще достаточно много ремонтов проводится. Есть целые дома, которые реконструировались. У меня есть знакомые, которые, несмотря ни на что, делают ремонт в своих квартирах. Но их можно понять, потому что они живут сейчас на съемном жилье. Вот люди, которые пострадали от войны, от бомбежек, они вынуждены жить на съемных квартирах, никто не предоставляет им какого-то бесплатного жилья. Ну, возможно, если бы они добивались, им бы дали жилье в вагончиках, в этих модульных польских домах. Но это тоже не жилье, я так скажу. Здесь можно кофеек попить, видите, на генераторах работает все. Со светом у нас как сейчас? Снова наладился график такой, который отключение света на 4 часа происходит, потом через 4 часа снова включают, снова 4 часа света нету. И так все время. Вот, кстати, с этой стороны ресторан Камелот. Видите, такой красивый был. Я, кстати, в него ни разу не заходил вовнутрь. Как-то я не любитель шляться по ресторанам, но жаль, когда узнал, что его разбомбили. Вот теперь его потихоньку начинают реконструировать. Пока только крышу накрыли, а внутри все еще тот же бардак, даже стекла не поменяли. Но вообще работы по восстановлению много идет. Много, особенно квартиры, которые вот в таких домах. Этот дом был подстрелен, и в несколько квартир попали снаряды, были пожары. А сейчас не видно уже следов. Ну, в смысле, следы он видно на фасаде. Но горелостей там и пустых окон нету. Поменяли рамы. Вообще, посмотрите, вот, мне кажется, вот это второй этаж, он весь новенькие рамы стоят. Абсолютно. Второй, третий, первый. Здесь все вот совершенно новые рамы поставили. Вот здесь уже как памятник стоит такой автомобиль. Это автомобиль теробороны, его вспомнил. Посмотрите, вот он попал под обстрел. Но это, скорее всего, осколки. Короче, он весь разбитый. Вот здесь уже стоит 9 месяцев. Вот в таком состоянии, ржавый, с украинскими флагами. Стекол нету. Вот такой себе памятник тут стоит. Вот, достаточно пройти просто по одной улице от парка чуть-чуть и показать вам, сколько здесь всяких разрушений. Вот этот вот магазинчик на остановке. С ним вообще ничего не делали, наверное, будут сносить его полностью. А хотя вот в этой части торгуют. Видите, продают что-то. Вот впереди, перед машиной, там котлован роют. Там был дом, его снесли и будут строить, видимо, другой. А был вот такой вот трехэтажный небольшой домик, вот сразу за этим стоял. Ну, давайте подойду ближе, для того, чтобы не быть голословным. Те, кто знают Ирпень, конечно, могут даже вспомнить, какой здесь был дом. Вот, смотрите, на этом месте стоял такой же вот
трехэтажный домик. В него попало не знаю сколько раз. Он горел наверняка. В общем, был полуразрушенный. И его снесли. А вот еще один экземпляр. Это машина, которая здесь же и осталась навсегда как памятник. Теперь вот снежком ее притрусило. Ни стекол. В ней ничего нету. Стоят таких машин у нас полно по Ирпеню. Насчет обстановки. Свет, я уже сказал, через каждые 4 часа то есть, то нету. Все стабилизируется. Люди продолжают работать. Пытаются приноровиться к графику. Генераторы помогают очень. Есть какие-то программы. Итальянцы помогают там. Людям нам стараются привозить. Ну, вообще, из-за границы много всякого приходит. Точечно, так сказать. Тем, кому нужно. Людям присылают какую-то помощь. Сразу же я иду вот мимо этого дома, посмотрите. Но этот дом, по-моему, не собираются сносить, хотя он горел сильно. Видите, выгорело. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 квартир одновременно выгорело здесь. Ну, походу я не слышал, чтобы этот дом сносили, но аналогичный дом дальше я покажу, сносят уже. Сейчас, кстати, минус 2 градуса у нас на градуснике. Не так-то и холодно. Говорят, россияне ждут, пока похолодает до минус 10, для того, чтобы нанести следующий удар по инфраструктуре. Ну, явно у россиян ничего толком не получается. Я не знаю только, почему они хорохорятся, все время говорят: вот мы мощная Россия, мы все сделаем, мы тут всех разобьем, мы всех порвем на части. Такое в комментариях нам пишут. На самом деле у них последние 9 месяцев вообще-то нифига и не получается. Провалы сплошные. Мнимая мощь. Я подумал, почему бы россиянам, вот раз уже они верят в разные такие вещи, небылицы, которые им телевизор рассказывает, не знаю, там блогеры какие-то российские рассказывают. Почему бы россиянам просто не объявить, что они уже победили, что взяли Киев и всякое такое, и на этом успокоиться, типа, пойти домой, отвести войска на территорию России и все, объявляй победу, нормально, все равно ж поверят, во все поверят. С этим домом, как ни странно, он еще не был заселен, видимо, поэтому никто за него и не печется, ничего не делали. Он стоит у озера, со стороны озера, с той стороны я просто зайти не могу. Его там разбомбило. Хотя, может быть, и могу зайти. Сейчас тут забор убрали. Глянем, насколько его раздолбало. Видите, с брусчаткой. Раньше здесь стоял забор, и я не мог сюда попасть. Только с этой стороны мог посмотреть. А теперь хочу заглянуть отсюда. Он был очень сильно со стороны озера расстрелян. Потому что он крайний дом. Привет. А, узнаете, да? Я тоже хорошо. Вот озеро у нас. Фу, не ходи за мной. Первый раз я сам вижу этот дом с этой стороны. Вот, посмотрите, как его разбомбило. Тут танками, пушками, не знаю там чем, минометами по нем стреляли. Капец просто. И ничего с ним не делают до сих пор. Хотя забор убрали. Видно, собираются уже что-то делать. А вот здесь у нас озеро, и здесь должна быть в будущем красота. Здесь как бы будет прогулочная зона такая. Но это в будущем. Там у нас пляж. Натуральный пляж. И здесь вейксерфинг, там за деревом не видно. Ну, в общем, красивые места, но не сейчас. Сейчас, кстати, притрусило снегом, стало немножко красивее. А так вообще, конечно, здесь ужасно. Бурьяны поросли просто. Вот. Но этот дом сносить не будут. Его будут реконструировать. Явно он еще целый, просто вот постреленный. Побитый. Хорошо, что ничье имущество не пострадало. Я имею в виду, здесь еще никто не заселился и не жил. А вот в том доме дальше, видите, высотный,
Его, кстати, активно восстанавливают, потому что там очень много жилых квартир уже есть. Так, я пришел тут в тупик, мне придется возвращаться опять через собак. Ну, а вот этот домик вообще жалко. Мне кажется, его снесут, видите? Маленький, это двухэтажный, частный. Еще один вид на Зимнее озеро. Начинает лед у нас немножко образовываться на озере. Рыбаков пока нету, самоубийц. Вечно лезут прямо на свежий ледок. Возвращаюсь потихоньку мимо собак. Может, не почуют меня снова. Я как-то пролезу. Нет, почуяли. Да ладно, ладно. Да нормально. О, ты прям кусок. Может, я тебя укушу сейчас. Давай. Иди. Иди спи. Иди. А ты боишься, когда я ставлю пакет, она боится. Иди. Кто-то говорил, что собака друг человека. Но что-то в данном случае мне не кажется. Вот домик, который практически уже залатали. Остались только вот окна не помененные. Ну, кстати, их очень активно сейчас меняют. Вся вот эта серая часть фасада не покрашена. Это вот новая часть фасада, которую вот недавно сделали. Видите, будет как новенький, будет снова красивенький. Там наверху, если видите, парни меняют окна. Посмотрите, в парадном этого дома уже навели порядок. Плитка чистая, все убрано. Только вот остались еще несколько квартир, которые вообще без дверей. Но уже с окнами, видите? В эту квартиру прямо был прилет. Я вам показывал в одном из видео эту квартиру. Здесь еще мусор валялся повсюду. Куча мусора. А теперь, смотрите, поставили окна и укрепили металлической рамой вот этот оконный проем. Прям такой швеллером, таким углом мощным укрепили, для того, чтобы не развалилось, наверное. Здесь окно. Помните эту квартиру? Я сейчас найду видео со старого моего видео. Уже мы его вычищали, ребята. Ага. Здесь уже даже людей ремонт был, все полностью. Тут же видишь прилет в балкон. Нифига себе. И фон потолку, соседи, смотри. Мина разорвала здесь. Видишь, вот туда был взрыв. Залетело отсюда. А, вот залетело сюда, да? Взорвалось и... Ударной волной, видишь, разбила плиту. Ударной волной плиту. Страшно стоять, Ничего себе. Простенок снесли. Ну, люди расчистили. Все снесло, так было завалено просто. даже убрали. Да, ну сейчас у нас Была двухкомнатная, стала студия, да? Ну да. С видом. С лоджией. Сколько здесь новых рам, новых стеклопакетов. Все это уже принесли для того, чтобы менять. А вот старая рама. Я немножко запыхался, заходил пешком. Хотя лифт работает, но я сейчас опасаюсь лифтами ездить. В любой момент может исчезнуть электричество. Вот снизу мы смотрели с вами на этот дом разрушенный, двухэтажный. Вон там собаки на меня лаяли. Вот. Вот озеро. Отсюда прекрасно видно его все. А, кстати, за ним еще одно большое озеро. И там вдалеке Буча. Сейчас, конечно, погода в дымке. Бучу не видно. Ну вот, я пришел. Смотрите, здесь поставили заборчик свеженький. И вон работает экскаватор там дальше. Сейчас я пройду. Оградили вот это. Этот дом будут сносить. И еще вон тот дальше. Видите, там прям уже ломают все. Сейчас мы посмотрим, как они это делают. Была такая хрущевская пятиэтажка. На вид вроде как бы и не горела, не знаю, почему ее решили ломать.
Ух ты, ничего себе. Он заехал прямо на кучу с мусором. Этот экскаватор. Заехал и прямо с кучей как-то там со второго этажа, почти с третьего этажа работает. Это же как рискованно. Вы видите, тут стоял раньше еще кусок такого дома. Он сюда длился далеко. Вот интересно, как это происходит, да? Вон крыша нависла. Вообще опасная работа экскаваторщиков в таких условиях. А я не понимаю, он как бы с одного места на другое. А, там еще один экскаватор работает дальше. Они, видимо, с кучи на кучу отгребают, потом на машины это куда-то вывозят. Сейчас я еще отойду на эту сторону, посмотрю. Вот интересно, я вблизи никогда не видел, как разрушают дома экскаваторами. Вот, и там, видите, тот кусок дома тоже свой экскаватор. Вон там, он прямо уже огромную кучу мусора нагребли, на нее заехали и с нее работают. — 15 декабря, друзья. Сегодня уже половина декабря прошло. 2-3 недели и будет Новый год, как сказал Арестович. Если не сбрехал, конечно. Но и все, уже там Новый год и скоро конец зимы. И нам каждый день здесь важно выжить. Потом снова наступит весна, потеплеет. Вот, друзья, показал вам, как работают экскаваторщики. На месте этих домов в будущем построят какие-то новые красивые дома. Все будет хорошо. Украина снова будет процветать. Россия уберется домой со своими войсками и начнут разбираться со своими проблемами, оставят нас в покое, а мы заживем счастливо, мирно. И хочу пожелать всем скорейшего мира, добра и счастья, в какой бы вы стране ни жили. И спасибо всем людям, которые помогают вооруженным силам Украины этот день приблизить. Ну и тем людям, которые помогают нам, немножко донатят за то, чтобы мы могли здесь как-то прожить эту зиму. Всем пока!